Рекордный по дальности удар украинские беспилотники долетели до Урала. Бумажный тигр обиделся. Как хозяин Кремля ответил хозяину Белого дома. Поставки американских ракет большой дальности Киеву. Есть плохая и хорошая новости. Неизвестные дроны опять парализовали работу крупного европейского аэропорта. Главный подозреваемый сделал чистосердечное признание. В Чехии началось историческое голосование, сможет ли Кремль одержать реванш за Молдову. Снова кинули. Большой друг Москвы идет налево. Революция зумеров шагает по планете. Протесты против коррупции охватили новый континент. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. 1700 километров украинские дроны пролетели рекордное расстояние и нанесли успешный удар по очередному объекту на территории государства-агрессора. В этот раз целью стал один из крупнейших в России заводов по производству взрывчатки. Речь идет о химзаводе «Азот» в Березниках Пермского края. Местные жители сообщили в пабликах о нескольких взрывах. Но местные власти заверяют, все под контролем. Ночью была осуществлена атака вражеских БПЛА. На «Азоте» была кратковременная остановка технологического цикла. Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Угроз экологической ситуации нет. Безопасности жителей ничего не угрожает. «Азот» входит в состав холдинга «Уралхим» миллиардера Дмитрия Мазепина. Предприятие производит аммиачную селитру, жидкий технический аммиак, аммиачную воду, карбамид, азотную кислоту, нитрит, нитратные соли. Нитрат аммония и аммиачная селитра используются как азотное удобрение, но и в качестве компонента взрывчатых веществ. Расстояние от границы с Украиной до Березников по прямой более 1500 километров, но, учитывая оккупированные территории, ряд источников называет дальность полета дронов 1700 километров. Разговоров было много, а итог может быть почти нулевым. Поставки дальнобойных ракет «Томагавк» Киеву маловероятны, пишет Reuters. Опираясь на мнение нескольких неназванных источников, агентство отмечает, существующие запасы этих крылатых ракет предназначены прежде всего для нужд самих США. Ранее вице-президент Джей Ди Венс признал, что Вашингтон рассматривает просьбу Киева о предоставлении «Томагавк» крылатых ракет с дальностью полета до 2500 километров, способных достигать глубоких российских объектов, включая Москву. Однако, как уточняет Reuters, американские чиновники ставят под сомнение возможность передачи именно этих ракет. Но не спешите расстраиваться. В публикации идет речь о том, что вместо «Томагавков» европейским союзникам могут предложить приобрести другие ракеты меньшей дальности для дальнейшей поставки Украине. Разговоры о «Томагавках», похоже, серьезно встревожили Кремль. Владимир Путин, обычно избегающий быстрой реакции на новые угрозы, не смог сдержаться. Что касается томагавков, то это мощное оружие. Оно, правда, уже такое не совсем современное, но мощное и представляющее угрозу. Могут томагавки нанести нам ущерб? Могут. Ситуация на фронте остается напряженной. Захватчики снова продвинулись на нескольких направлениях. Об этом сообщает проект Deep State. Россияне приблизились к Новоивановке в Запорожской области и к Вербовому в Днепропетровской. На Торецком направлении зафиксировано продвижение у Белой горы, а на Лиманском в районе Шандриголова. Аналитики замечают, что масштабы успеха оккупантов остаются ограниченными, а часто эта удача является просто временной. Накануне Deep State заявил, что противник захватил 2 населенных пункта в Днепропетровской области и 1 в Запорожской. Речь шла о Калиновском, Ольговском и Березовом. Но позднее 20-й армейский корпус сообщил, что силы обороны Украины взяли ситуацию под контроль. Попытки продвижения сил противника в районе населенных пунктов Вороное, Терновое, Калиновское, Новониколаевка были остановлены путем полного уничтожения врага. Силы обороны Украины контролируют перечисленные населенные пункты и продолжают ведение оборонительной операции. Слова Дональда Трампа, назвавшего Путина бумажным тигром, похоже, серьезно задели последнего. Ну а вот он дразнится, что бумажный тигр.
Бумажный тигр. Я же сказал, что Россия все эти годы воюет не с ВСУ, не с Украиной, а воюет практически со всеми странами НАТО. Причем, выступая на заседании так называемого Валдайского клуба, хозяин Кремля вспоминал об обидном эпитете американского президента не один раз. Но если мы воюем со всем блоком НАТО и так двигаемся, продвигаемся, уверенно себя чувствуем, и, значит, это бумажный тигр, что тогда сама НАТО? В итоге бывший чекист так разволновался, что рассказал о новой странице в своей биографии. Я что увидел как директор ЦРУ? Свою оговорку Путин попытался перевести в шутку. Будущее. Но какой директор Центрального разведывательного агентства сравнится с вами, Владимир Владимирович? Все вместе они столько вреда России не нанесли. Неизвестные дроны снова парализовали работу европейского аэропорта. Воздушные ворота Мюнхена останавливали работу почти на 7 часов. Ограничения действовали практически всю ночь и затронули около 3000 пассажиров. 17 рейсов не смогли вылететь, а 15 самолетов, следовавших в Мюнхен, были перенаправлены в Штутгарт, Нюрнберг, Вену и Франкфурт. Все думают, что это Россия, и я тоже так считаю, но зачем они это делают и что они хотят этим спровоцировать? Это странно и немного тревожно. Для патрулирования территории полиция задействовала вертолет, но поиски дронов и их операторов завершились безрезультатно. Тем временем за бездействие власти Евросоюза раскритиковал гендиректор Ryanair. В интервью политика Майкл О'Лири не скрывал возмущения. Почему мы не сбиваем эти дроны? Если российский военный самолет пересекает воздушное пространство НАТО, его перехватывают. Почему же иначе с беспилотниками? Ну а главный подозреваемый не скрывает сарказма. Владимир Владимирович, а зачем вы в Данию столько дронов посылаете? Не буду больше. Да, не надо больше, больше не пожалуйста. буду. Вот. Не буду больше ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? Да везде долетают. Да, в Лиссабон. И куда они летают? Ну, конечно, это была шутка. Но, как вы понимаете, если серьезно, у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают. Конечно, понимаем, Россия и на Украину-то не нападала. В Чехии стартовали парламентские выборы. Судьбоносное голосование будет длиться 2 дня и завершится в субботу в 14 часов по местному времени. Согласно опросам, лидирует миллиардер, евроскептик и экс-премьер Андрей Бабиш с партии АНО. Если он снова возглавит правительство, Чехия, скорее всего, откажется от активной поддержки Украины и перейдет в лагерь Венгрии и Словакии. Сейчас Чехией руководят проевропейские и проукраинские силы. Президент Петр Павел и правительство во главе с Петром Фиалой. По опросам, правоцентристский блок нынешнего премьера идет вторым, набирая 20%, а вот блок Бабиша лидирует с 30%. Мы ничего не выиграли, мы все еще можем легко проиграть. Никто не знает, чем все обернется. В ходе кампании бывший член Компартии, а теперь миллиардер, предлагал прекратить поставки боеприпасов Киеву и резко критиковал помощь украинским беженцам. Но даже с 30% Бабишу будет сложно сформировать правительство. Вероятным партнером по коалиции может стать ультраправая СПД, имеющая около 13% в опросах. Mnoho lidí do poslední chvíle bylo nerozhodnutých, protože Многие до последнего момента не определились, поскольку многие из тех, кто голосовал за партии нынешнего правительства, возможно, были разочарованы тем, что оно не выполнило все свои предвыборные обещания или некоторые шаги. Ну и в этой избирательной кампании не обошлось без вмешательства Москвы. Почти 300 анонимных аккаунтов в ТикТоке распространяют пророссийские нарративы, поддерживают радикальные партии и охватывают 5-9 миллионов просмотров в неделю, что превышает аудиторию официальных аккаунтов лидеров крупнейших чешских партий. Тем временем правительство Орбана вбивает очередной нож в спину Кремля. Венгрия – последний крупный покупатель российского голубого топлива в ЕС. Но Будапешт все активнее ищет альтернативу «Газпрому». Новым поставщиком может стать Туркменистан. Об этом заявил заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений Адам Штифтер во время визита в Ашхабад. Это уже не первый шаг Будапешта по диверсификации поставок. Несколькими днями ранее венгерское правительство подписало рекордный
ежегодный по длительности контракт на СПГ с французской ENGIE. 4 миллиарда кубометров газа с 2028 по 2038 года. Ранее, в начале сентября, Венгрия договорилась о поставках 2 миллиардов кубометров газа ежегодно с британской Shell, начиная с 2026 года. На данный момент Венгрия ежемесячно тратит около полумиллиарда евро на закупку российских энергоресурсов. Но, похоже, при всех теплых чувствах Орбана к Путину Будапешт делает все больше шагов, чтобы слезть с московской газовой иглы. Z-революция охватывает новый регион мира, и в данном случае Z не имеет никакого отношения к путинской агрессии. Поколение зумеров вышло на улицы с антикоррупционными лозунгами в Марокко. Протесты продолжаются уже неделю, но накануне произошла резкая эскалация. При попытке штурма полицейского участка были застрелены 3 человека. Мы подтверждаем, что правительство через входящие в него партии откликнулось на требования молодежи о переменах и заявило о своей готовности откликнуться на эти социальные требования и вести диалог и обсуждения в учреждениях и общественных пространствах. Мы вновь подтверждаем, что подход, основанный на диалоге, единственный способ решения различных проблем, с которыми сталкивается наша страна. Инцидент произошел в городе Лаклия, близ курортного Агадира. По версии властей, протестующие пытались штурмовать казармы жандармерии и захватить оружие. В Министерстве внутренних дел страны отметили, что нападавшие были вооружены холодным оружием, и жандармы открыли огонь в рамках законной самообороны. Я поддерживаю требования молодежи, но мирным путем. Не путем вандализма, не крушения чужого имущества камнями и не нападения на банки. Я просто работаю, занимаюсь своими делами. Чем я заслужила, чтобы магазин, в котором я работаю, разрушили? А как же те, кто делал их заказы? Где мне теперь взять их товары? Массовые акции протестующих направлены против коррупции, социального неравенства и крупных государственных расходов на спортивные мероприятия. Речь идет о Кубке африканских наций, который пройдет в ноябре, и о чемпионате мира 2030 года, который Марокко проведет совместно с Португалией и Испанией. Ранее волна протестов зумеров прокатилась по ряду стран Юго-Восточной Азии. В Индонезии президенту и депутатам парламента пришлось пойти на уступки, а в Непале члены кабинета бежали из страны, а к власти пришло временное правительство, одобренное участниками протестов. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера. До новых встреч и хороших вам новостей.